Ассаламу алейкум, уважаемые друзья. Вот на фоне тех событий, когда у нас, получается, идут разговоры о том, что, значит, Клещеевка уже взята, Бахмут взят, если послушать некоторых представителей ЦИПСО Украины, получается, всех взяли, значит, все забрали, молодцы, короче, воюют в интернете очень хорошо. Но я вам хочу сказать о другой картине, которая у нас реально происходит, как говорится, на передовой. Я хочу сказать, что руководство ВСУ Украины просто массово уничтожает своих бойцов, закидывая их в эту топку войны. И вот очередная партия пленных, которым повезло не погибнуть, как говорится, вот в этой бойне. И они остались живы, благодаря чему они смогут вернуться домой живыми и здоровыми. Значит, я хочу вас познакомить вот с новыми бойцами, которые попали в плен. И вот по очереди. Вот, скажите. Гайдейчук Ігор Петрович, 7.06.90 року народження, Івано-Франківськ. Бачинський Юрій Борисович, 19.03.1987 року народження, місто Івано-Франківськ. Яцяк Сергій Іванович, я з Івано-Франківська, 27.10.79 року. Кошмарський Андрій Адамович, Івано-Франківська область, 1974 рік, 20.11. Пекар Ярослав Ярославович, 1976 року народження, 21 січня, з Івано-Франківської області, Калузького району. Гелем Ярослав Ігорович, 07.05.91 року, місто Калуш, Івано-Франківська область. Лаврів Мирослав Іванович, Івано-Франківська область, Ротинський район, 1971 року, 24 квітня. Сканюк Іван Іванович, 1990 року, Івано-Франківської області, Косівського району. С какого вы подразделения, скажите-ка? 419 батальйон. 419 Стрілковий батальон. батальйон. Стрелковый батальон чего? Это отдельный стрелковый батальон. Отдельный стрелковый батальон, так? Так. При каких обстоятельствах вы попали в плен? Нам сказали йти копати окопи. Идти окапываться? Вийти на позиції, Зайняти окоп. копати окопи. І прийшли ваші хлопці, і ми здали їм, так як сказати, зброю. І Ми без пострілу, Без пострілу. ми без одного, ми навіть не стріляли. Вы не стреляли, сдались в плен, здали правильно? в плен. Ми не хочемо вмирати. Вам не хочется умирать за чьи-то интересы, Да. правильно? Да. Вот. То есть понимание у вас уже появилось о Да. том, что вы не должны воевать. Как вы оцениваете действия подразделений, которые вас взяли в плен? Добре, оцінюємо. Хорошо. Хорошо. Отработали хорошо, ребята, Так, да? так, так. Вот получается у нас бойцы 346-й бригады, получается, специального назначения, красавцы, мужики настоящие, значит. Бойцы 4-й бригады 2-го армейского корпуса, спецназ, Ахмат, ну и другие подразделения, которые работают на этом участке, получается, в общей сложности делают совместную работу. Пытаемся сделать все для того, чтобы максимально вот мужиков, как говорится, взять в плен при возможности. Необходимости их, как говорится, убивать нету. При малейшей возможности они сами уже принимают решение и сдаются в плен. По сути своей, я считаю, что это очень правильное решение для них. Это для них путевка в жизнь. Они останутся живыми, вернутся домой. И, вот как говорится, самое важное это то, что к ним, ко всем пришло осознание о том, что правильное решение это вот сдаться в плен и остаться в живых. Поэтому я считаю, что каждый, кто имеет хоть какой-то мозг, он должен принять точно такое же решение, как и они, получается. Вот такая картина. Ахмат сила, Россия мощь, Бог велик. И пусть Всевышний сделает так, чтобы эти все люди и все оставшиеся на той стороне мужики, которые еще не являются до конца испорченными этой ЛГБТшной системой, которая развернута на Украине, чтобы они все сложили оружие и вернулись к себе домой. В этом случае мы сможем прийти к тому результату, когда уже хотя бы какая-то часть, мужская часть украинского населения, чтобы она осталась в живых и вернулась домой.
всем тем, кто находится на той стороне, что вы можете им сказать? Чекайте нас додому живими. Вот что вы им предложите? І ні в якому Думайте разі, головою. ні в якому разі не йдіть воювати. Не йдіть сюди воювати. Хлопці, зложуйте зброю. Будете живими. Не пораненими. І не 200-ми. Много ваших погибает? Дуже багато. Дуже богато, да? То есть, Ми не знаємо цифри точно. ну, цифру не знаете, но все равно каждый день огромное количество ваших бойцов погибают, и даже 200-х и 300-х никто не забирает. Они валяются прям там, трупы валяются там прям кучами. А тем более не забирают вот бойцов, таких как вы. Да, они забирают тела американцев, итальянцев, поляков, которые есть, потому что иностранцев они забирают, но украинцы не нужны никому. По-моему, о вас беспокоимся больше мы, российская сторона, чем даже ваши хозяева, которые сидят за бугром. Поэтому я считаю, что вы приняли правильное решение. Вот люди, которые приняли правильное решение и поедут домой живыми и здоровыми. Такие дела. Россия слишком мощное государство, чтобы его можно было победить. Потому что на стороне России находится Бог. А там, где находится Бог, вся победа и есть. Ему хвала и вся благодарность за то, что Он нас сохраняет и делает все для того, чтобы мы победили. Ахмад сила, Россия мощь, Аллаху Акбар.